Приветствую всех! Какое-то время назад я создала видеоролик под названием «Доисторический код». Речь в нем шла о том, что у нас давно уже есть технологии, позволяющие выращивать даже на небольших участках земли, грубо говоря, тонны пищи. Однако эти технологии не используются, и нам вовсю продвигают голодную повестку дня. В конце видеоролика я пообещала рассказать о том, что планируемый дефицит продовольствия и навязываемый населению планеты страх голода могут мгновенно потерять для нас всякий смысл. И что это связано с некой нашей способностью в отношении еды как необходимой составляющей нашего выживания. Появились ли у вас идеи насчет того, что это за способность? Чем таким мы обладаем, что даже если и наступит всемирный голод, в панику нам точно не грозит впасть? Что же это такое, что с точки зрения правящих мира сего ни в коем случае не должно получить огласку, и уж тем более не должно производиться никаких действий по серьезному изучению этой способности? А просачивающуюся все больше и больше информацию об этом необходимо взять под контроль и, как обычно, повернуть ее на 180 градусов, наполнив интернет негативными и высмеивающими постами и видео, дабы отпугнуть смельчаков от собственных экспериментов. Что же такое есть у человека, что, по идее, также можно назвать доисторическим кодом? Итак, пора мне вернуться к обещанию и рассказать вам об этой способности, которая описывается одним английским словом – брезерианизм. Способность, которой мы обладаем, заключается в том, что каждый человек на этой планете, как бы неправдоподобно это ни звучало, может спокойно обходиться вообще без физической пищи и воды, и при этом жить. Брезерианизм. От слова breathe – дыхание. Брезерианизм дословно можно перевести как дыханианизм. Хотя Google-переводчик напишет вам слово «бретарианство». Что ж, будем использовать это слово. Брезерианс, или по-русски бретарианцы, это реально существующие люди, которые живут без еды и воды. Не думайте, что они какие-то уникумы, странный феномен или ошибка природы. Каждое тело, которое живет и дышит, это уже бретарианец. Говоря современным языком, данная опция предоставляется всем живущим на этой земле по умолчанию. А далее дело за малым, за желанием и выбором каждого конкретного индивидуума. Быть бретарианцем или оставаться в ментальной ловушке своей убежденности в наступлении неминуемой смерти из-за длительного отсутствия еды и воды. Как нас там учат с детства, без еды организм может прожить до 2 месяцев, а без воды, то есть при сухой голодовке, смерть от обезвоживания наступает через 8-10 дней, плюс-минус. Так? Минуточку, вы можете воскликнуть. Но ведь это правда? Сколько известных случаев? Голодающий Поволжье в начале 20-х годов прошлого столетия, например. Или, что в недалеком прошлом, что сейчас, многочисленные случаи голодной смерти в каких-нибудь неразвитых странах. Да и в развитых тоже. СМИ вот периодически сообщают нам о закончившейся смертью голодовки какой-нибудь публичной личности или борца за свободу. Как быть со всем этим? Я не только соглашусь с вами, но и даже добавлю, что далеко не один человек умер при попытке стать реальным бретарианцем. Это происходило и будет происходить с каждым, у кого нет настоящей уверенности в том, что это возможно. Себя не обманешь. Если где-то глубоко внутри у человека есть крохотное сомнение, которое он проигнорировал, но пожелал встать на путь бретарианства, печальный конец неизбежен. Отказавшись от еды и воды, этот человек через какое-то время умрет. Можно что угодно делать, чтобы попытаться подготовить свое тело и настроиться на неедение. Читать мантры, общаться с природой, медитировать, заниматься кунг-фу или йогой, изучать конкретный опыт тех, кто уже бретарианец и прочее, и прочее. Но могут пройти годы, а человек так и не решится сделать главный шаг. Потому что, по большому счету,
К этому нельзя подготовиться или натренироваться. Просто однажды человек в какой-то момент должен осознать, что бретарианство – это правда, что теперь ему не обязательно питаться, чтобы жить. Это самое простое и в то же время невероятно сложное во всем этом процессе превращения в бретарианца. Кстати, не нужно считать, что если человек бретарианец, то он не может или не должен, или не способен теперь физически есть и пить. Возьмем, к примеру, австралийку Джасмухин, которая питает свое тело, как она говорит, светом или праной с 1993 года. Если ей нужно удовлетворить ощущение вкуса, ей достаточно съесть кусочек шоколада или чего-то еще, что она любила в те времена, когда еще питалась как обычный человек. Или, как рассказывает супруга Михаэля Вернера, бретарианца с 2001 года. Он проживает в Швейцарии, в городе Базель. Михаэль тоже садится с ней за обеденный стол. Но она ест, как обычно, а Михаэль может сделать несколько глотков воды или разбавленного сока, просто чтобы составить жене компанию, поддержать беседу за столом. Совместный прием пищи у них носит социальный характер. Возможно, я все-таки навещу Михаэля Вернера. Прочитать его книгу или посмотреть интервью с ним – это одно. Личная встреча с реальным примером бретарианства, живым человеком, не употребляющим физическую пищу в течение более 20 лет – это несколько другое. Возможно, мой визит к господину Вернеру будет неким триггером для меня, как в свое время для него стала встреча с подругой их семьи. Она приехала на свадьбу сына четы Вернеров и остановилась на несколько дней у них в доме, сообщив, что не будет ни есть, ни пить. На удивленный и тревожный вопрос Вернеров «Почему? Что случилось?», последовал ответ, что все в порядке, просто она давно встала на путь бретарианства. По словам Михаэля, он – абсолютный материалист, ученый-исследователь до мозга костей, был настолько ошеломлен этим, что в какой-то момент, а именно через 3 дня после того, как он решил, что должен попробовать сделать это, он почувствовал, что ему больше нет необходимости есть. Просто произошло осознание. Никаких медитаций или тренировок. Михаэль просто однажды проснулся с уверенностью, что теперь он тоже может жить без физической пищи. И это работает у него до сих пор. Хотя, по сути, так называемый переход на бретарианство происходит только у нас в голове, каждый человек, отказавшийся от привычного питания, имеет свои истории достижения этого состояния. Есть замечательный документальный фильм под названием «Am Anfang war das Licht» – «В начале был свет» Питера Артура Штраубингера, австрийского журналиста, писателя, фильммейкера. В течение нескольких лет он собирал информацию о бретарианцах, встретился со многими из них лично, в том числе с упомянутыми Джасмухин, доктором Михаэлем Вернером, а также с Матаджи Прахладжани, йогом, который с 7-летнего возраста, вот уже как лет 70, не ест и не пьет. Австрийский фильммейкер не обделил вниманием и Россию. Посетил Зинаиду Баранову, которая отказалась от физической пищи и воды в 2000 году. Кстати, в России очень много бретарианцев. Они даже проводят, по крайней мере проводили, свои конгрессы, на которые приезжали и их зарубежные коллеги по цеху. Я оставлю вам ссылку под этим видео. Как вы, наверное, догадываетесь, самостоятельно обнаружить в сети этот материал будет достаточно сложно. В основном при поиске вы будете натыкаться на статьи или видео, в которых бретарианцев называют врунами и шарлатанами. Википедия также не отстает от этого тренда и разоблачает бретарианство отсутствием экспериментальных и фактических данных. К сожалению, не в первый раз мы ловим Википедию на лжи. Экспериментальные и фактические данные присутствуют, и нам известно о них не только, например, из книг самих бретарианцев, об их визитах к врачам и согласии на проведение научных наблюдений за ними в течение дней 10. Именно за это же время без еды, а главное без воды, они, по идее, должны умереть.
но и также из фильма Петера Штраубингера. Сложно поверить, но во всем мире нашлось только несколько клиник, которые согласились провести эксперименты с обратившимися к ним бретарианцами. И только одна из них честно опубликовала потом ошеломляющие результаты. Остальные клиники, что-то наподобие пражской, заявившей после своих исследований швейцарца Михаэля Вернера, либо у нас сумасшедший и у нас проблемы, либо он прав, и тогда у нас еще больше проблем. Поэтому лучше мы не будем это трогать, мы не будем публиковать результаты. Но еще бы, эти результаты являются угрозой. В первую очередь для классической медицины. Она вместе со своими так называемыми научными доказательствами, что без еды и воды жизнь невозможна, а также что для поддержания здоровья человеку необходимо различное медицинское вмешательство, рухнет первой. Одновременно с медициной начнет терпеть тотальный крах фармацевтическая промышленность. Причем сюда мы отнесем не только производство большинства медицинских препаратов, но и различные витамины и добавки. Не то чтобы бретарианцы не подвержены болезням. Болезни, если что, это отдельная громадная тема. Важно то, что говорится в отчетах о проведенных исследованиях таких людей. Их органы прекрасно функционируют, они без каких-либо отклонений и соответствуют организму, который должен быть, по идее, гораздо моложе, чем реальный биологический возраст бретарианца. Ничего удивительного, как гласит Бигу, это такое китайское искусство, где гу – это иероглиф, символически означающий любую еду, а би переводится как «избегать». Если ты избегаешь еду, то ты получаешь здоровье и силы. В-третьих, начнется падение бизнеса под номером 1, коим является, конечно же, индустрия питания. Растениеводство, животноводство – все, что имеет отношение к производству продуктов питания, к ресторанному бизнесу. В общем, все, что так или иначе ассоциируется с едой, понесет колоссальнейшие убытки. Причем будет заблуждением исключить из этого списка так называемую правильную или здоровую пищу. Здоровое питание – это всего лишь еще одна концепция, в которую верит человек. Как говорит Жасмухин, однажды поняв, что тебе не обязательно есть, чтобы жить, не имеет значения, какую еду ты выберешь, когда захочешь перекусить. Здесь не может быть полезная, неполезная еда. Любая еда – это стресс, своего рода наркотик для человека. Подсев на еду, нам нужно больше и больше. Мы пристрастились к еде. У нас зависимость от еды, как у наркомана, которому необходим наркотик. Иначе, если не получить следующую дозу, которую требует организм, наступает абстинентное состояние или, другими словами, ломка. Чувство голода со всеми сопутствующими неприятными ощущениями, чем вам не ломка? Хорошо, что в отличие от обычных наркотиков, с поступающей внутрь пищи наш организм более-менее справляется. Кстати, обратите внимание, бретарианцы не сплошь худышки. Да, кто-то очень стройный, а у кого-то средний вес гораздо выше принятой нормы. Вы вряд ли сумеете определить, глядя на фигуру человека, что перед вами тот, кто живет без физической пищи. Этим самым развенчивается еще один миф. Бретарианец, как многие думают, не обязан быть ходячим скелетом или раздутым от голода индивидуумом. Да, первоначально, встав на путь бретарианства, человек потеряет немного в весе, но потом, через несколько дней, стрелки весов уже не будут опускаться вниз. Организм нового бретарианца будет адаптирован к новому для него житию. Поэтому вот вам лайфхак. Если вы решитесь приобщиться к бретарианству, сначала приведите свою фигуру в форму, с которой вам будет комфортно жить. Потому что потом, по-видимому, это будет сделать несколько проблематично. Думаю, совершенно понятно, почему для властимущих крайне важно не допустить распространения правды о бретарианстве. Перефразируя идиому, что для нас хорошо, то для глобалистов смерть. Ведь если вы не боитесь в прямом смысле остаться голодным,
Если самая важная составляющая человеческой жизни – питание, без которого, как нас учат, невозможно существовать, вас никоим образом не задевает, то тогда как же можно вами манипулировать, контролировать? Особенно сейчас, когда в мире происходит что-то глобальное. Дэвид Айк. Why, as the Dutch government, a guy called Rutte, the Prime Minister, completely owned by the World Economic Forum and Klaus Schwab, why has he just announced that the Netherlands, the second biggest exporter of food in the world, is targeting farmers to destroy them and get them off the land, which is where all these farming protests in the Netherlands have come from. At a time of food shortages and supply chain problems, you are targeting the second biggest exporter of food in the bloody world to destroy its farming base? Why are you doing that? If people depend on you for what's left of the food, you control them. Where food is abundant and cheap, you do not control them. Where energy is cheap and abundant, you do not control them. Scarcity equals dependency equals control. And that's why they're targeting the food chain, they're targeting the energy supply, they're targeting everything. Я хотела познакомить вас с бритарианством сейчас, что на случай, если возникнет в мире какое-нибудь катастрофическое событие, или если вы окажетесь в какой-то критической ситуации, чтобы вы вспомнили о том, что, по-видимому, есть люди, которые живут без еды и воды, что ключом открытия в себе этой способности является лишь отказ от убеждения, что человеку обязательно нужно есть и пить, чтобы не умереть. Что говорится в Священном Писании: «По вере вашей да будет вам». Под этим видео вы найдете несколько ссылок, в том числе на фильм «Am Anfang war das Licht» «В начале был свет» Петера Артура Штраубингера с переводом на русский язык. Я совершенно никого не призываю становиться бритарианцем. Но кто знает, как скоро эта способность нам всем понадобится. Может, уже вот-вот? Помните карту Великого Пробуждения? Неспроста ведь в ней отводится место бритарианству. Как думаете?